Всем привет! Сегодня хочу сделать обзор мощнейших светодиодных лампочек под названием Stellar, тут не написано, 8S под D2S и D4S цоколь. Вот эти лампы стоят около $90. Вот, базируются они на чипе Cree XHP70. Вот такая вот инструкция. То есть для тех, кто не в теме, это на сегодняшний день самый мощный светодиод, который устанавливается в LED лампочки. Есть еще XHP80, но пока, я так понял, по обзорам тоже я смотрел много обзоров разных, но именно обзор ламп на таком диоде, как они светят именно под D2S цоколь, я не находил. Видел, как человек в Хонду там CRV свежую кидал лампы. Он не говорил, какие лампы, но сравнивал Osram и Philips Zeus диоды. Вот. Теперь у нас вот такой вот диодик здесь. Вот кулер. Сейчас я их подключу и хочу сравнить с ксеноном. Вот две линзы у меня есть. Одна линза Hella Trier вот с такой шторкой, с ровной. Она стоит, эта линза, чуть дешевле, но яркость в центре у нее получше, ширины чуть меньше, чем вот эта линза завода AES. Вот у нее шторка вот такая, то есть у нее там есть выемка под голову встречных водителей, чтобы не слепить. Вот эти линзы чуть подороже, чем вот эти. И хочу сравнить уже откатанные линзы Infolight LED G2, которые в принципе светят на уровне ксенона. Вот по люксметрам, по крайней мере, проигрывают немного, но на глаз они светят, можно сказать, так же сам. Вот. Эти линзы пересвечивают линзы Optima Professional. Это я сравнивал. Вот человек покупал сам с Алиэкспресса Optima Professional. Вот, привозил, и я сравнивал вот эту линзу. Она там буквально на 200-300 люксов на расстоянии 3 метра пересвечивает. То есть это дает где-то 7500 люксов. Та дает где-то 7200. Хороший ксенон дает около 8-7 тысяч люксов тоже. Ну, опять же, смотря с какими лампами, я ставлю лампы Infolight плюс 50. Лампы как лампы, кулер, посадочные места под D1, D2, D3, D4S. Лампы. Характерная особенность этих ламп. Диод расположен не с двух сторон, вот, а он расположен с одной стороны и светит вверх. То есть наподобие B-LED линзы. Сейчас я вставлю, хочу проверить эти лампы в линзу, как они станут. Сравнить с ксеноном, ну допустим по очереди там. Вот, и сравнить с B-LED линзой. Поехали. Ну и как выяснилось, при попытке вставить эти лампы в линзу, она туда банально не влазит. Вот, объясню почему. Сейчас. Вот так вот. Вот. У нас есть лампа. У нас есть линза. А вот ширина, вот места, куда вставлять, не хватает немножко. То есть я попробую сейчас немножко распилить место вот здесь. То есть ширина лампочки уже, вернее, больше, чем вот отверстие по ширине посадочное в линзе. Пути обратно нет, нужно выяснить, что ярче. Будем распиливать линзы.
Подпилил немножко посадочное место. То есть теперь, ну, я буквально чуть-чуть дремелем проработал там. Вот. Вставляем лампочку. Теперь шарик, вот видно, он защелкнулся. Вот. При этом лампу можно немножко шевелить в своем посадочном месте. Сейчас постараюсь показать это. Вот. То есть при желании лампа, конечно, ну, она держаться должна вот в этом положении. Но это положение не строго по вертикали. Вот в чем суть. То есть если мы смотрим на линзу, вот вертикально, да? Вот линза вертикально вот так вот. У нас шарик чуть-чуть, вот даже по защелке видно, он немного смещен. Вот я сейчас ровно держу линзу. Вот он немножко смещен. То есть лампа, как бы, если вот так смотреть, она чуть левее светит. Но за счет линзы она должна лучше освещать именно правую сторону. То есть видно, что лампа вот немножко она провернута в своем посадочном месте. Сравнивать будем с лампами Infolight D2S 5000 кельвинов. Ну, 4300 тоже можно, ну, как бы для наглядности пятерки должны чуть белее светить. То есть будет нагляднее разница, как бы, по яркости, ну и по цвету передачи. Итак, я такой стенд замутил для измерения. Вот, все линзы стоят, ну, плюс-минус ровно. Вот, я еще их не подключал. Вот, но как бы проводку подготовил. Сейчас все проверю, как оно горит, чего горит, и продолжим. Итак, все три линзы работают одновременно. Вот я их выставил примерно на одну линию. Вот, зарядное устройство подключено на бортовой батарее 13,3 вольта. Вот, значит, сейчас отключаю. У меня ксенон включен постоянно, поэтому сейчас я отключаю тумблером LED лампа, вот, на Cree диоде, и отключаю BLED линзу Infolight. Остается у нас ксенон. Вот, беру люксметр, постараюсь не сильно затягивать с обзором. Переключаюсь на диапазон 10. То есть вот это число умножить надо на 10. Вот. Остается сделать быстрый замер, а потом пойдем уже на улицу, скажем так. Вот. Вот она дает на расстоянии 3 метра около 6700, 6800, 7000 люкса. Ну, напомню, лампа это не Osram, поэтому я здесь даже не спорю. Вот, с Osram через стекло будет 7000 люксов. Я буквально сегодня, человек сам покупал лампы. Ему поставили точно такие линзы. Вот, с полочкой вот этой вот. Вырез идет ниже под встречные водители. Вот. Ну, в общем, плюс-минус вот 7000 люкса. Напомню, что светодиоды и ксенон, они спектр, естественно, отличаются, и поэтому люксметр меряет некорректно. То есть глаз воспринимает все иначе, скажем так. Вот, люксметр я не выключаю. Сейчас я отключу ксенон. Вот я блок розжига отсоединяю. Блок розжига, кстати, CAN-BUS. Тоже это дорогой блок, инфолайтовский, Infolight Expert. То есть не дешевый слим какой-нибудь, чтобы там не говорили. Вот, так, сейчас, секундочку. Блок отключил, включаем, включаем. BLED. Тот, что уже вот горит BLED, Infolight LED G2. Вот так он светит. Вот, я потом сделаю фотографии. Вот. Беру люксметр опять же. Вот я его не выключал.
Смотрим. 5, 6. То есть вот он дает 6,5. С четвертиной. Вот 6,5 тысяч люксов. Это в самой яркой точке. Вот так вот будет он давать. Если его развернуть. Вот видите, люксметр могу крутить вот так, и показания меняются. То есть погрешность от моей руки сильно большая. Вот. Ну, около, значит, 7,5, 7700. Ладно, то есть люксметры у нас показывают плюс-минус одинаковые значения по яркости с ксеноном. То есть сейчас посмотрим, что дает у нас лампа с Cree XHP70 диодом. Так, кстати, вот шторка как дальняя работает на билете. Вот. Так, выключаю этот билет. И теперь самое интересное, включаем вот эту вот лампу. Тумблер. Тоже жужжит кулер. Линза Hella Trier. Но она чуть-чуть другая, чем вот эта. Но заведомо вот это светит чуть-чуть ярче, чем это. Это не F1, линза, сразу говорю, с голубым стеклом. Она чуть дешевле стоит, чем вот та, но она светит лучше чуть-чуть. Но она светит хуже. И это... Вот видно. То есть, грубо говоря, LED-лампа, вот, она светит в одну точку. Ну, какой бы там у нее линза не было. Ну, то есть, ширина какая-то есть минимальная. Вот, ну, ширины, допустим, вот я сразу включу билет. Вот видно, насколько он... Я вот так вот буду закрывать. Сейчас у меня тут коробочка заготовленная для быстрого выключения. Вот я закрыл рукой лампу на Cree диоде, оставил билет. То есть видим, что дополняет снизу очень капитально, можно сказать. То есть вниз светит, ну и по центру, в принципе, там, то есть по центру яркости добавляет очень много. Закрываю билет. То есть я буду так вот говорить. Билет светит. Cree. Билет. Cree. Билет. Cree. Сейчас мы сравним с ксеноном Cree диод. Выключаю я билет. Сейчас замеряем яркость, освещенность в люксметре. Вот визуально она, ну, кажется, чуть меньше. 4000 люксов. Там вот кручу люксметр вот так, вот сяк. 4200. Если там мы видели 7000, 7,5, то здесь вот 4200 при любых раскладах. Чуть ниже. То есть, ну, как бы вниз свет, по-моему, идет очень значительный. Вот сейчас у меня 50 сантиметров от земли. Вот 33 тысячи люксов, вернее. Вот 3000 люксов. Здесь в пике, там где должно быть 4, 4,5, 4, ну около 4500 люксов. Вот дают вот такие вот лампы в D2S цоколе в хорошей линзе. Ну, скажем, это уровень освещенности двухгодичной машины, допустим. Как-то так вот. Вот она светит. Первая лампа там у нас вот видно светит вверх. Кстати, вот хотел показать, если лампочку все-таки из шарика, со стопора немножко убирать, то вот свет у нас вот так вот смещается. То есть как бы светит он, когда шарик защелкнутый, правильно.
Вот. Теперь сравним с ксеноном. Вот ксенон зажигается у нас. Дадим ему некоторое время разжечься. Так, я пока это не буду выключать, пусть они в режимах стабилизируются. Вот. И опять вот, допустим, закроем картоночкой. То есть насколько шире свет получается с ксеноном. Это кри, это ксенон. Это кри. Вот так вот корректно делать. Закрывать коробочкой. Это кри, это ксенон. Кри, ксенон. То есть, ну, как бы понятно все, я думаю. Интересно, как оно еще на улице светит. Бонус видео. Если будут все три включены, какая будет у нас, интересно, освещенность? 14-15 тысяч люксов. На расстоянии 3 метра до стенки. Грубо говоря, сейчас светит комплект примерно, сейчас я посчитаю, если линзы Hella у нас, пускай даже нереально по $70, плюс $150 линза Billet Infolight LED G2, то есть уже, короче, 300, плюс лампы 90, 390, плюс лампы Xenon от $30, то есть, грубо говоря, $400 сейчас свет. Свет на $400 должен вот так вот быть. 15 тысяч люксов. Ну, о том, сколько это все потребляет, я думаю, уже не имеет смысла говорить. Ну, первое, пожалуй, самое интересное. Включаю лампу Stellar. Она светит вот так. То есть мы имеем узкий пучок света, белый. Вот. На камеру кажется немножко ярче. Я уже эти лампы и линзы протестировал в гараже. Вот. Теперь для сравнения включаю Billet линзу Infolight LED G2. Выключаю, включаю. То есть вот рукой могу позакрывать Stellar. То есть да, Infolight светит тоже как бы ярко в центре, но Stellar гораздо ближе добавляет больше света. Закрываю Infolight LED G2. То есть появляется ширина, если открываю. Вот. Ну, естественно, и в центре яркость добавляется. То есть по ширине у нас есть вопрос с этими лампами в линзах. То есть, ну, в целом яркость неплохая. Сказать, что она топовая, я бы не сказал. То есть по яркости, если на глаз смотреть, особой разницы как бы такой нет. Просто люксметр я замерил, показывает на Infolight LED G2 около 7000 люксов, 7,5. На лампах Stellar показывают там 4500 люксов. Но на улице как бы все по-другому. То есть вот у нас светит LED G2, вот у нас Stellar S8. То есть на глаз, кстати, разницы такой мега нету. Широты нету, ширины. Широты, долготы, то с другой темы. Так, ну и теперь я отключу Infolight LED G2, раз на то пошло, потому что аккумулятор мой не выдержит. И посмотрим, как светит Xenon и Stellar S8. Вот разжигается Xenon. Вот
Вот я закрываю рукой Stellar. Что мы имеем? У нас яркость впереди. Ну, конечно, фары, грубо говоря, задраты вверх. Вот. Но если открываем Stellar, у нас по центру гораздо больше света. То есть вот в таком варианте, когда и та линза, получается реально очень хороший свет. Ну, к сожалению, не каждый себе сможет позволить такой комплект, и не везде можно поставить две линзы, а тем более 3-дюймовые. Это у нас ксенон. Это у нас вот так вот. Закрываю ксенон. Можно руки греть. Это у нас Stellar S8. Ксенон. Stellar S8. Видно, что по бокам гораздо шире, но на дороге меньше света по центру. Здесь у нас вот Stellar. Ксенон. Stellar. Я сделаю еще несколько фотографий на улице, и тогда вы точно сможете уже посмотреть. На этом все. Я думаю, все понятно. Кстати, дальний свет я подключал. Это у нас дальний свет. Сейчас я выключу Stellar. Это у нас дальний свет на ксеноне. Так, выключаю ксенон. Это у нас дальний свет на линзе Infolight LED G2. А это у нас дальний свет на линзе Hella Trier с лампой Stellar S8. Ну, как видим, дальний тут так, для галочки, можно сказать. То есть, по факту, дальнего здесь, можно сказать, нету. На этом все. Всем спасибо за внимание. Бонус видео. Как видим, аккумулятор мой дал о себе знать. На холоде он сдох. Вот. Там где-то примерно сейчас 9 вольт, 8. То есть одна банка замкнула, когда он заряжен 10,5 вольт. Ну, на холоде уже мерил. Так вот, лампы Stellar, они продолжают работать. А вот видно диод, там он светит. Infolight LED G2 уже все, не работает. Ксенон тоже продолжает работать. Вот такая вот интересная особенность при низком напряжении светодиодных и ксеноновых источников света, которые у меня вот на линейке прикручены. Вот, на этом все. Всем спасибо за внимание.